Доброго времени суток, дорогие рукодельницы! Я рада вас вновь видеть на своем канале. Сегодня мы с вами будем вязать вот такой вот очень простой, симпатичный мотивчик крючком. Для вязания буду использовать два цвета пряжи и крючок, который подходит к размеру моей пряжи. У меня это троечка. Ну что ж, давайте приступим к нашему вязанию. Итак, начинаем наше вязание с кольца амигуруми или скользящей петли. Набрасываем ниточку на два пальчика, делаем еще один оборот. Вот здесь у нас получается крестик. И между двумя ниточками заводим крючок, захватываем петлю и снимаем наше колечко с пальчиков. Дальше набираем 2 воздушные петли. Раз, два. И теперь провязываем в наше кольцо 8 полустолбиков с накидом. Делаем накид. Сюда вяжем первый полустолбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой. Затягиваем наше колечко. И теперь находим с вами вершинку нашего первого вот этого столбика. Не воздушные петли, а вершинку первого столбика. И под 2 стеночки петли соединительной присоединяемся. Начинаем второй ряд. Набираем 2 воздушные петли. И теперь будем вязать по кругу. Смотрите, вот эти вот 2 воздушные петельки будут нам служить первым полустолбиком с накидом. Теперь в эту же петлю, куда мы сейчас присоединялись, вяжем второй полустолбик с накидом. В следующую петельку точно так же под 2 стеночки вяжем 2 полустолбика. Раз, и сюда же 2. В следующую петельку также 2 полустолбика. Раз, сюда же 2. И таким образом мы вяжем до конца ряда, то есть каждую петлю провязываем по 2 полустолбика с накидом. Всего у нас получилось 16 полустолбиков с накидом. И теперь во вторую петлю подъема, то есть вершинку первого столбика, мы с вами будем соединительной присоединяться. Стараемся попасть вот под одну половинку петли и под вторую. Вот так. Теперь соединительной присоединяемся. Одна воздушная и обрезаем ниточку. Берем новый цвет. Теперь берем новый цвет пряжи и провязываем одну воздушную петлю, затягиваем ее. Находим любую петельку нашего колечка. Под 2 стеночки заводим крючок, вытаскиваем и провязываем. Набираем 2 воздушные. Это получился у нас первый столбик с накидом. Теперь в эту же петлю вяжем второй столбик и сюда же третий. Дальше в следующие 2 петли будем вязать столбики без накида. Провязываем в следующую петельку столбик без накида и в следующую столбик без накида. Дальше в следующую петлю вяжем 3 столбика с накидом. Раз, сюда же 2, сюда же 3. И теперь в следующую петельку точно так же 3 столбика с накидом. Первый, сюда же второй, сюда же третий. Теперь провязываем 2 столбика без накида, так как вязали здесь. Провязываем первый столбик без накида и в следующую петельку второй. Дальше будем вязать вот такую вот арочку. В следующую петельку вяжем 3 столбика с накидом. Раз, два, 3.
И в следующую петельку также 3 столбика с накидом. Раз, сюда же 2, сюда же 3. Дальше вновь точно так же, как здесь, 2 столбика без накида. Раз, и в следующую петельку 2. Теперь опять в следующую петлю вяжем 3 столбика с накидом и в следующую 3 столбика с накидом. Провяжите это самостоятельно, я думаю, тут уже не сложно. Вот смотрите, я провязала еще 6 столбиков с накидом. Теперь в следующую петельку вяжу столбик без накида. И в следующую также столбик без накида. И теперь завершаем ряд в последнюю петлю 3 столбиками с накидом, чтобы у нас получился вот такой же уголок. То есть здесь мы 3 уже с вами в начале провязали, теперь провязываем 3 столбика с накидом в конце. Раз, сюда же 2, сюда же 3. И теперь находим с вами вот эту вот вторую, получается, воздушную петлю и будем вязать соединительную. И стараемся, чтобы опять у нас петельки были 1 и 2. Немножечко неудобно, но зато у нас красиво закрывается ряд, а не просто когда мы в середину петли вяжем соединительную. Видите, у нас получается как бы вершинка, вот точно так же, как и в следующих петлях. Провязываем соединительную. Начинаем следующий ряд с 3 воздушных петель, которые нам служат первым столбиком с накидом, вот в этот столбик, в который мы сейчас присоединились. Теперь сюда же, в этот же столбик, вяжу второй столбик с накидом. Теперь в следующий столбик с накидом опять вяжу столбик с накидом 1, и в эту же петельку столбик с накидом 2. И в следующий столбик с накидом я также провязываю 2 столбика с накидом. 1 и сюда же 2. То есть всего у нас должно здесь получиться 6 столбиков с накидом. Теперь смотрите, дальше у нас идет следующий столбик без накида. В него мы также вяжем столбик без накида. Следующий столбик без накида мы пропускаем и вяжем уже столбик без накида, следующий столбик с накидом. Видите, эту петельку пропустили, вяжем в следующую, провязываем столбик без накида. Теперь дальше в следующую петельку вяжем 2 столбика с накидом, 1, сюда же 2. В следующую петельку также вяжем столбик с накидом, 3, сюда же 4. Дальше вяжем следующую петельку 5 столбик с накидом, 6. Дальше в следующую петельку 7, 8. И в следующую петельку 9 и 10. Дальше у нас идет столбик без накида. В него мы вяжем столбик без накида. Дальше столбик без накида пропускаем. И в следующий столбик с накидом вяжем столбик без накида. Видите, у нас уже будет сейчас идти вот этот вот повтор. То есть в следующую петельку вяжем первый столбик с накидом, сюда же второй. В следующую петельку 3, сюда же 4. В следующую петлю 5, сюда же 6. В следующую петлю 7, сюда же 8. И в последнюю петельку 9 и сюда же 10 столбик с накидом.
Дальше следующий столбик без накида провязываем столбиком без накида. Следующий столбик без накида пропускаем и вяжем столбик без накида в предыдущий столбик с накидом. И теперь повторяем вот этот вот угол точно так же, как вязали здесь. То есть мы должны провязать 2 столбика, 2, 2, 2, 2. То есть чтобы у нас получилось 10 столбиков с накидом. По 2 столбика в каждую петлю. Точно так же, как мы вязали с вами здесь и здесь. Вот мы с вами провязали еще угол. Теперь смотрите, в следующий столбик без накида мы провязываем столбик без накида. Дальше следующий столбик пропускаем, а в следующий вяжем столбик без накида. И у нас здесь осталось 2 свободные петли. Их мы также провязываем по 2 столбика с накидом. Первый, сюда же второй. В следующую петельку третий, сюда же четвертый. Дальше, если посчитать, у нас 5, 6, 7, 8, 9, 10. Теперь находим с вами второй столбик и в вершинку именно второго столбика под 2 стеночки соединительные присоединяемся. 1 воздушная, обрезаем ниточку и берем новый цвет. Дальше берем новый цвет ниточки. Я беру тот, которым вязала серединку, и затягиваю воздушную петлю. Теперь находим наш уголок, любой. Здесь с вами находим первый наш столбик с накидом и считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6. Шестой столбик, вытаскиваем ниточку, провязываем 1 и еще 2 воздушные петли. Это наш столбик с накидом. Теперь делаем накид и в эту же петлю вяжем второй столбик с накидом. Теперь дальше делаем накид и в следующую петлю вяжем первый полустолбик с накидом, в следующую петлю второй полустолбик с накидом, в следующую третий полустолбик с накидом, в следующую четвертый полустолбик с накидом. Теперь делаем накид на крючок, и вот у нас следующие 2 петельки. В первую петельку вытягиваем ниточку, провязываем 1 раз и оставляем на крючке. Делаем накид, в следующую петельку точно так же вытянули, провязываем 1 раз и теперь уже 3 петли закрываем вместе. Дальше делаем накид, в следующую петельку вяжем первый полустолбик с накидом, в следующую второй, в следующую третий, в следующую четвертый. Теперь в следующую петлю вяжем 2 столбика с накидом. Первый, в эту же петельку второй. Дальше вяжем 2 воздушные, 1, 2, и в следующую петлю вяжем 2 столбика с накидом. Первый, сюда же второй. Теперь дальше делаем накид и провязываем в следующую петлю первый полустолбик с накидом, в следующую петлю второй, в следующую третий, в следующую четвертый. Опять у нас 2 вот эти вот петельки. Мы их будем провязывать точно так же, как здесь. Делаем накид, в первую петлю вытаскиваем ниточку, провязываем 1, оставляем на крючке, накид, в следующую петельку вытаскиваем ниточку, провязываем 1 и теперь 3 петли провязываем вместе. И теперь будем оформлять уголок точно так же, как вязали вот здесь. Давайте еще один угол провяжем вместе. То есть вначале вяжем 4 полустолбика с накидом. 1, в следующую петельку 2, в следующую 3, в следующую 4. Дальше вяжем 2 столбика с накидом. Первый столбик с накидом, в эту же петельку второй, 2 воздушные и в следующую петельку 2 столбика с накидом. Первый, сюда же второй.
Дальше вяжем 4 полустолбика с накидом. Первый полустолбик, в следующую петлю второй, в следующую третий, в следующую четвертый. И вновь мы с вами пришли к вот этим вот двум петелькам. Делаем накид, в первую петлю вытаскиваем ниточку, провязываем раз, оставляем на крючке, накид, следующая петелька, вытащили, провязали раз и провязали 3 петли вместе. И опять у нас идет уголок. Смотрите, провязываем так уголок точно так же, как вязали с этой стороны, вот этот, то есть все повторяется. Вот смотрите, я провязала уголок, у меня опять осталось 2 вот эти вот петельки. Провязываем первую, один раз оставляем на крючке, провязываем вторую, и теперь 3 петли провязываем вместе. Теперь нам осталось связать половинку нашего угла, так как половинку мы уже связали в начале. Провязываем 4 полустолбика с накидом, раз, два, 3, 4. В следующую петельку вяжем 2 столбика с накидом, первый, сюда же второй, 2 воздушные, и здесь мы с вами найдем вершинку второго столбика, не первого, а второго. Под 2 стеночки соединительной присоединяюсь, 1 воздушная, и можно обрезать ниточку. Вот такой вот симпатичный мотивчик у нас получился. При желании вы можете обвязать еще дополнительно ряд столбиками без накида или столбиками с накидом. Тут, как говорится, кому как больше нравится. На этом мой мастер-класс подошел к концу. Если он вам понравился, тогда поставьте, пожалуйста, лайк, напишите ваш комментарий и не забудьте подписаться на канал, если вы до сих пор еще не подписаны. Ну а я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.